Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня я расскажу вам о том, как я живу 10 лет со смертельным диагнозом. Это продолжение моей биографии. Для тех, кто впервые на моем канале, я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы. Чем я не горжусь, здесь я рассказываю свой опыт, чтобы люди не совершили моих ошибок. Ну и также хочу смотивировать других изменить свою жизнь, как это сделал я, в лучшую сторону. В общем, в предыдущем выпуске биографии я рассказал о своем нехорошем опыте употребления каких-то запрещенных веществ, хотя не знаю, бывает ли хороший опыт, ну ладно. Просто с чего это все началось. И вот сегодня будет продолжение. Расскажу вам, что мне сказали врачи после всего происходящего. Вы можете посмотреть на канале. В общем, предыдущей серии все есть. Как я с этим жил, вот живу до сих пор. Но перед тем, как начнем, хотел бы вам порекомендовать канал «Жизнь, боль». Там человек тоже отбывал наказание, рассказывает свой жизненный опыт. Все-таки, как ни крути, все люди разные и все зэки разные. В общем, ребят, ссылочка будет в описании. Лайк, подписка и так далее. А мы начинаем. В общем, после того случая, когда у меня случился тот самый передоз скоростью, сразу же после свадьбы, я задумался вообще, я пришел в себя где-то дня через 3, я прям вообще оклемался, мы решили съездить в Рязань всей семьей, там отдыхали сколько-то тоже, дня 3, в общем, все нормально, я такой, думаю, ладно, было и было, конечно, было жестко, но, бывает. Но по возвращению в Москву я вообще человек такой, знаете, в то время, до того самого момента, у меня ничего вообще никогда не болело. То есть у меня здоровья было много. У меня и сейчас, в принципе, его достаточно. Но на тот момент я вообще, даже когда я простывал, я никогда не ел ни таблетки, ничего. Я мед, не знаю, таким каким-то вареньем лечился, в общем, лимоны. То есть иммунитетом все перебарывал, никаких болячек ко мне не прилипало. И тут я подумал, что надо бы сходить провериться. Не нанес ли я себе этим самым передозом какой-либо вред такой жесткий организму. И, в общем, пошел я в поликлинику, записался к терапевту и точно так же, как я сказал в скорой, все как на духу, что случилось то-то, то-то, лечите меня, у меня передозировка была. Точно так же я пришел к терапевту и сказал, говорю, у меня был недавно такой инцидент, я хотел бы проверить. В первую очередь сердце хотел бы проверить и что-то еще я не помню, проверял. Почки, наверное, кровь сдавал. В общем, такой общий анализ. Девушка была молодая, может быть, моя ровесница, мне на тот момент было 25, наверное, где-то так, не больше. Она начала меня ругать, хаять. Не знаю, с чем это было связано. Возможно, у нее какие-то проблемы были какие-то, или у ее родственников с этими веществами. Случилось следующее. Она меня отправила на все эти анализы. Я прихожу к ней, и она смотрит кардиограмму и говорит, тут пиздец, батенька. Я говорю, а что такое, в смысле? Она говорит, понимаешь, говорит, у тебя, как это называется, уплотнение стенки какого-то желудочка, то лево, то ли право. Если кто-то разбирается в этом, ребят, напишите в комментариях. Это просто частое такое заболевание, как потом оказалось. Это не заболевание, это стандартная деформация органов с течением времени. Кстати, не забываем подписываться, ставить палец вверх. Ссылки на ВК, Инстаграм, на мой второй канал и на мой третий канал со стримами, с реакциями. Все, как всегда, в описании, ребят. Я говорю, а что это такое вообще? Она говорит, смотри, стенка уплотнена, соответственно, сердцу надо будет сильнее напрягаться, чтобы протолкнуть кровь, и за счет этого оно будет увеличиться в размерах, становиться дряблым, и потом, вообще развалится, откажет. Процесс этот необратим, и помочь может только пересадка сердца. Понимаете, я когда оттуда вышел, все. Она сказала, что мне жить осталось чуть ли не полгода максимум. В общем, я оттуда вышел, постоял, еще помню, весна такая, погода хорошая, все куда-то бегут, а я такой думаю, все, скоро меня не будет, скоро я умру. Шел домой, у меня дома беременная жена, проклял всех этих людей, самого себя 1000 раз, когда я вообще первый раз что-то попробовал употребить и так далее. Все, пришел домой, выдохнул всю эту информацию своим здесь, и они, все, траур, дом траур, Сережа умирает.
А дальше последовало следующее. Я начитался там в интернете, много всякого дерьма. То есть это болезнь, называется, как-то бычье сердце, там что-то еще. Это болезнь, короче, советских грузчиков, которые бухали. И, короче, у спортсменов вообще на самом деле это, увеличение сердца, это частое явление, особенно вот там, кто занимается там, вот, тяжелой атлетикой и так далее. Да и много у кого. Но я когда начитался, там, короче, там были такие статьи какие-то, что там вот у меня у тестя такую же фигню нашли недавно, 9 дней, короче, справили. И, все, у меня, короче, начала свистеть фляга. Оказалось, что я очень мнительный человек. И я лежал ночами, читал эти статьи в интернетах. И я боялся уснуть, потому что я думал, что мне осталось мало времени жить. Я хочу еще посмотреть на мир, вот хотя бы сколько там. Я надеялся, что увижу ребенка, когда он родится там. В общем, я боялся там уснуть и не проснуться. Такая, короче, херня вообще жесткая, ребят. Это капец. На фоне всего этого у меня вот эта вот, не знаю, шизуха развелась. Как типа фобия, но очень жесткая фобия. Вот. И, в общем, она еще мне прописала, знаете что, говорит, купи себе для давления, мерить давление аппарат, вот, и каждый день меряй, там, смотри, чтобы пульс не отклонился, у тебя там ничего. Вот нормальное давление должно быть, там, грубо говоря, 120 на 80, а пульс должен быть там 90, да, к примеру. И, в общем, я брал я говорю, так, мне надо померить. Я начинаю мерить, я вижу, что у меня, например, пульс чуть больше, да, или давление чуть выше. Я начинаю нервничать, короче, и перепроверять, а я уже, понервничал, оно еще сильнее поднялось. Короче, процесс такой запускался. Все это привело меня к тому, я вызывал скорую. Вот, что чуть ли там все, у меня вот я больной, сердечник, приезжайте. Вот я, в общем, вызывал скорую. Они приезжали, раз, два, три, потом говорят, слушай, сходи в стационар, понаблюдайся, у тебя там немножко шарики за ролики, вот, и дам людям поработать нормально. Есть реально, кто болеет, а не как ты. Вот, в общем, я пошел наблюдаться, мне выписали психиатра, он со мной начал работать, выписал мне таблетки, мне стало полегче. Вот, то есть я приму таблетку и как бы на время попускает меня. Потом таблетки перестали помогать, мне назначали больше дозу. Потом меняли на другие, когда уже, короче, по итогу там вообще меня посадили на самые жесткие, которые в 2013 году запретили. Вот, они поначалу реально хорошо помогали. То есть раз кладешь под язык и через минуту все. Вот. Но с них очень сильная зависимость. Но ладно, сегодня разговор не о препаратах. И дальше я прошел... если, наверное, не соврать, штук 5 еще обследований. Я делал себе эхо ЭКГ, я делал себе кучу кардиограмм, которые показали, что, в принципе, отклонения, которые есть в моей вот сердечно-сосудистой системе, для моего возраста, нормальные. Вот, бывает, и хуже. Вот. Эхо показало, что вообще, в принципе, все нормально. После чего я к ней пришел в очередной раз, я говорю, слушайте, я ходил, делал эхо ЭКГ, мне сказали, что там все нормально у меня. Вот, она говорит, да, я же тебе сказал, что это не точно. Я говорю, в смысле вы мне сказали, что это не точно? Она говорит, я тебе сказал, что точно этот диагноз, все отклонения покажет эхо. Я говорю, нет, вы мне, блядь, сказали, что я в течение полгода умру, что у меня разваливается сердце, что все, мне хана. Она я прожил вот в этой жопе полгода до того момента, как вот к ней пришел и оказалось, что она мне соврала. И помимо всего этого, я потом еще, наверное, года 3, если не больше, прожил в состоянии панических атак. То есть я постоянно, практически день в день, я уже научился с ними жить, но я ими болел. Я сажал огромное количество колес. То есть я не мог нормально жить. У меня постоянно были бешеные глаза, все, там, фляга свистела. То есть, никак, я не мог никуда съездить, я там толком-то сходить никуда не мог, потому что, я постоянно был на... Знаете, если кому-то интересно, что такое паническая атака, мне многие люди пишут, что, у меня тоже паническая атаки бывает, как с ней бороться.
Сейчас я вам расскажу, что такое паническая атака, ребят. Вы ее просто, может быть, путаете с тревожностью какой-то. Или, как вам сказать-то, ну, просто нервиком, да, вы там вот понервничали, вот вас там, типа, колбасит. Когда вас колбасит, там, типа, вот, от нервов, это не паническая атака, это невроз называется. В общем, у вас расшатана нервная система. Паническая атака происходит следующим образом. Представьте себе, что вы находитесь в плену вот, у каких-то боевиков. Сидите в подвале, и каждый час... Вот у вас сидит человек 10, каждый час приходит вот этот боевик там, и вот так вот раз, два, три, кого-то выбирает из вас, и его идут и режут на куски. Вот. И вот приблизительно состояние, вот такое состояние душевное у тебя, когда у тебя паническая атака, вот такой приступ у тебя страха, причем он необоснованный. Он как необоснованный? Он обоснованный. Он у меня появился на фоне того, что вот я как бы узнал, что типа вот смертельная болезнь у меня вот это. Вот. И продолжается эта паническая атака где-то 2-3 часа. У меня она была от 3 до 5 часов практически каждый день, напомню вам. Практически каждый день на протяжении 3 лет. То есть я постоянно в этом страхе находился. И я прям чувствовал, когда она начинается с учащенного сердцебиения. Как только начинается вот этот вот процесс, сердце начинает биться, я это чувствую, я начинаю нервничать, что началась паническая атака или что у меня там вот поднялся пульс. Я это замечаю, и мозг такой, опа, началось. Надпочечники выпускают адреналин. Соответственно, сердце начинает еще сильнее биться из-за этого. Когда сердце бьется быстро, твои легкие, они дышат в такт твоему сердцу. То есть ты начинаешь дышать не глубоко, но часто. Из-за всего этого происходит гипервентиляция. То есть тебе в мозг поступает слишком много кислорода. Еще. У тебя начинается такое вот головокружение, что еще сильнее заставляет тебя нервничать. И еще больше выпускает адреналина. И, короче, вот этот процесс, когда запускается, то есть все, ты стоишь вот так вот, тебе не хватает воздуха, ты задыхаешься, не знаю, ну на что это похоже, приступ там, ну не эпилепсии там. Ну, короче, такая идея, то есть ты вот стоишь, у тебя кружится голова, у тебя вот колотится сердце, и такое ощущение, что вот сейчас, ну все, ты упадешь, короче, вот, ну и как будто это последние секунды твоей жизни. Вот. И в таком состоянии вот я пребывал 3 года, если не побольше 3 лет, практически каждый день по 5, ну по 3, да ладно, возьмем по 3 часа в день даже. Вот, практически каждый день у меня было. Я хавал колеса, вот, и они мне не помогали. У меня выросла дозировка просто огромная была. Вот, у меня было, я по 10 таблеток в день съедал таких, от которых вот сейчас, если я ее съем, я буду просто 2 суток спать. А я их ел по 7, по 10, и как бы, ну и нормально, ну не то, что нормально, нормально там не назовешь. Я ходил, то есть, ну, я не спал. То есть, ну, они мне просто угнетали, дают эти таблетки, чтобы ты не был буйным. Вот. И, в общем, я ходил под этими колесами и даже работал, представляете? То есть я как-то все-таки в здравом уме оставался. И, ну, честно говоря, это просто жесть, это вообще не жизнь. Ты постоянно с этим, вот, это рядом с тобой, то есть ты не можешь с этим ничего поделать, самое интересное. То есть я как человек, хоть и верующий, я ходил в церковь, в общем, там у меня есть друг священник, и там молитвы и так далее, это не помогало. Хотя я уверен, что по итогу все-таки вот, ну, Господь меня избавил от этого всего, просто, ну, очень долго Он меня в этом состоянии держал, не избавлял. На тот момент не помогал ничего, мне не помогали ни врачи, ни психологи, ни психиатры, ни больницы меня в них ложили 3 раза, вот, ну, понимаете, да, какие. Я там был 3 это жесть просто. И, ну, не помогало ничего. То есть, может быть, на какой-то момент там помогала вот эта психушка, там какими-то жесткими прям обколят, как бы, чтобы вообще у тебя башка не соображала, как бы, ну, на какой-то промежуток времени это помогает. А вот всякие врачи, психиатры, психологи, они тебя не поймут никогда, потому что они, все, что они знают о всяких болезнях, они знают только в теории. Поймет тебя только человек тот, который это прочувствовал сам.
Вот. Кстати, вот забегая вперед, скажу, что они проходят сами. Они у меня прошли сами. Просто вот не то, что прям по щелчку, а в один день я почувствовал, что как бы мне стало легче. И состояние это не пришло. Вот. И потихонечку оно, короче, ушло. Это состояние. Наверное, в течение полгода уходило. Вот. Вот такие дела. Так, что еще хотел сказать? Также. Блин, сбился в смысле. Ну ладно. Я еще умудрился еще один срок даже отсидеть вот в этом состоянии. Об этом, наверное, расскажу в следующем выпуске. Сегодня я просто попытался вам объяснить, что со мной вот как бы сделали. Это все, это ролик о вреде употребления, на самом деле, ребят. И о жизни вот такой дурацкой, которой я жил. Если вдруг вам как-то там, знаете, я после этого ничего не употребляю, никакие там, ну, алкашку, да, у меня бывало, знаете, даже как, то есть, когда таблетки переставали помогать, я, короче, еще и водкой заливал сверху, ну, водки выпьешь, как бы, все, тебя отпускает, ты успокаиваешься, тебе пофигу становишься, думаешь, сдохну и сдохну. Но, понимаете, там какой момент, там вот эти колеса, которые ты хаваешь, когда ты еще запиваешь водкой, там такой просто... Мне и так там мозгов не было в то время. Я жесть творил. А когда еще вот с этими колесами вперемешку, там просто вообще хана, там капец. Вот, реально уже были мысли как-то все это закончить самому. Очень тяжело было, когда меня закрыли на вот этот третий срок, хоть он и был маленький, мне давали 1,5 года. Вот, очень тяжело было, все-таки вот болеть этой херней на свободе, это одно, а вот болеть в тюрьме, как бы, этой херней, это совершенно другое. Вот, в следующем ролике я расскажу вот про этот срок свой. Вот. Вам, если интересно, вот еще раз попрошу, оцените, подпишитесь на канал, напишите комментарии в поддержку, может быть, какие-то вопросы у вас есть, либо советы по этому всему делу, я всегда рад. Ну и не забывайте, ребят, что в описании у нас ВК, Инстаграм, ТикТок, он у меня тоже, кстати, нормальный, прикольный, популярный становится. Что еще? Twitch. Ну и там найдете, разберетесь, там много всяких вещей интересных. Но если вам вдруг и хочется услышать побольше жести, да, и без цензуры, то там же есть и инструкция, как попасть в мой закрытый телеграм-канал, где я все это рассказываю и общаюсь с ребятами, кто хочет это все знать. И напоследок поблагодарю спонсоров канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать». Вы меня очень сильно продвигаете, помогаете мне. Напоминаю, что если кто не знает, там есть разные уровни доступа. В благодарность спонсоры получают ранний доступ к контенту, какие-то неудавшиеся кадры, упоминания спонсоров в ролике. И ну, всякие плюшки тоже посмотреть, ребят, там, думаю, разберетесь. С вами был Миша Выплюшка. Я желаю вам всем здоровья, счастья в жизни, чтобы не было таких моментов, как у меня. Берегите себя, своих близких, цените свободу. Увидимся.